Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Разные годы, но похожие ситуации. Чангук сказал: «У меня болит горло. У меня нет никаких симптомов, а тут вдруг заболело. Это раздражает». Чимин ответил: «У меня болит сердце, потому что Чангук болен». 나는 뭐 증상 같은 게 없이 갑자기 아프다니까 짜증나네. 무릎이 아프기 때문에 그냥 Ситуация в шоу. Чангук сказал: «Чимин, почему ты всегда травмируешься, когда играешь? Это разбивает мне сердце». 항상 다치니까 풀로 박아가지고 형 왜 항상 놀러면 다쳐요? 왠지 Реакция Чангука на появление Чимина. То, как Чимин, как Золушка, оставляет в каждом местечке планеты свою обувь, а Чангук со вздохом, но всегда смиренно несет его тапки. Чангуку сказали расслабить глаза, затем Чимин сказал: «Дайте мне минутку». В одно мгновение Чангук сразу же улыбнулся. Прежде чем продолжить, хочу напомнить, что у меня есть канал в Telegram. Название и ссылка в описании. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Там уютно и комфортно. Чангук снимается, как настоящий дэдди, но увидев Чимина, не выдержал. Как Чангук следит глазами за Чимином. Хочу поговорить с вами об особой вещи, которую я заметила при просмотре шоу, а в частности третьего эпизода. Взаимодействие между Чангуком и Чимином действительно может вызывать множество интерпретаций, особенно когда речь идет о динамике их отношений. Чангук явно ждал, пока Чимин закончит играть с Тэхёном, чтобы потом получить как можно больше внимания. Это естественное желание, когда человек хочет чувствовать себя важным и центром внимания, особенно от своего возлюбленного. Чангук ценит свою связь с Чимином и хочет, чтобы он уделял ему больше времени. Это не обязательно означает, что он ревнует к Тэхёну, но скорее показывает его потребность в эмоциональной близости и подтверждении их связи. Но Тэхён тоже хочет внимания Чимина.
Подобные ситуации могут быть естественными в рамках дружбы, где каждый из друзей хочет быть услышанным и замеченным. Чимин, будучи одним из более заботливых и внимательных участников группы, они все добрые, но доброта и мягкий характер Чимина для меня на новом уровне может быть сосредоточен на взаимодействии со всеми участниками, включая Тэхёна. Это может быть частью его характера и подхода к дружбе, где он старается поддерживать равновесие и уделять внимание всем. Однако, это может создавать ситуацию, когда Чонгук чувствует себя немного забытым, что приводит к эмоциональным реакциям. Важно отметить, что в таких группах, как BTS, каждый участник имеет свои уникальные качества и способы взаимодействия. Чонгук и Чимин могут иметь разные языки любви. Один может выражать свою привязанность через физическое внимание, в то время как другой может предпочитать более коллективное взаимодействие. Это может привести к недопониманию, но также и к возможности для роста и укрепления их связи. В конечном счете, взаимодействие между Чонгуком и Чимином могут быть не только о внимании, но и о том, как они учатся понимать и поддерживать друг друга, создавая крепкие связи в рамках группы. Чимин бежит прямо к Чонгуку, лоб ко лбу. Глаза практически в форме сердечек, морщинки в уголках которых выражают нежность. Губы растягиваются в сладкой медовой улыбке. То, как Чимин и Чонгук делают это так часто, что никто и глазом не моргнул. Не считая Ли, который, похоже, очень шокирован таким поведением. Хасок, типа да, не обращай внимания, они пара. Интересные мысли на тему того, была ли со стороны Чонгука ревность или нет. Непопулярное мнение, но я все-таки думаю, что этот момент был не совсем о ревности. В частности, эта часть. Чимин сказал, что он поможет Тэхёну, а Чонгук сказал, чтобы Чимин этого не делал. И как все говорили, что это было воплощением убеждений Чонгука о листьях перилы. С другой стороны, действительно не думаю, что это было только из-за ревности. Я уже говорила это однажды и скажу это снова, не все, что делает Чонгук, каждое действие или реакция, которую он может иметь, связано с его ревностью. Чонгук очень уверен в их отношениях на данный момент, тем более, когда дело касается мистера Тэхёна. Никакой конкуренции там вообще нет. Да, иногда Чонгук будет ждать время Чимина вместо времени Тэхёна. Не то чтобы он делал это в третьем эпизоде, он просто позволял им делать свое дело, а он делал свое. Но Тэхён для Чонгука не представляет никакой угрозы. И он определенно не ревнует его, если Чимин разделает его рыбу. Я знаю, что это мило и забавно, поднимать тему листьев перилы, и да, даже видеть, что в нем может быть эта ревнивость. Но, чуваки, этот момент здесь не совсем о ревности. Этот момент здесь о том, как Чонгук продолжает свою дикость, видя, что Тэхён был третьим колесом и возился с его парнем в их совместном путешествии, которое было запланировано и состоялось через день после его возвращения из Нью-Йорка и как раз перед тем, как он собирался отправиться в суперплотный и напряженный график для последующего релиза. Так что да, мужчина был взбешен. Это третье колесо лишило его мягких вощеных ног, чтобы пощупать. Суть в том, что дело было не в ревности, а в его язвительности и его обычной пассивной агрессии по отношению к своему коллеге по группе, которая порой вызывает у него такое поведение. Речь шла о том, что Чонгук хотел сказать «он ленивый». И если вы не думаете, что это был ехидный, раздраженный парень, то я напомню вам,
что на протяжении всего эпизода Чангук в основном говорил Тэхёну, что он третий лишний, и что он лучше останется в машине, чем выйдет из нее и объявит о нем. Сказал ему, что он может уйти, назвал его ленивым и также назвал его слабым. Хотя тут ни на чем зацикливаться. Это часть их динамики. Братский вид грубости физически и словесно. Иногда это смешно, иногда это немного слишком. Точно так же, как это происходит с братьями и сестрами. Чангук переводит взгляд с глаз вниз на губы или с губ вверх на глаза. Чангук выглядит так, будто говорит все, что чувствует к Чимину, но это не обязательно через слова.